Целое поколение в стране выросло, всю жизнь называя президентом одного и того же человека. Почти у каждого есть знакомый, который уехал, опасаясь преследований или доносов. И что самое страшное, такое положение дел становится привычным. Граждане привыкают молчать и начинают бояться изменений, потому что любые перемены при такой системе ведут к ухудшению жизни. А призывать к переменам могут либо те, кто уехал, либо те, кому терять нечего. И вот вопрос, как в таких условиях могут быть выборы? Зачем легитимизировать диктатора? Зачем создавать явку на избирательных участках? Ведь, казалось бы, это голосование не больше, чем перформанс для внешних наблюдателей и палка для укрощения ближнего круга. А результат все равно нарисуют. Зачем участвовать в этом мероприятии, где оппозиции ни за что не победить? Проще ведь просто объявить бойкот. Мол, не пойду голосовать, не буду участвовать, типа в этом цирке. Именно так думали часть оппозиции и многие граждане Чили в конце 80-х годов прошлого века. У них в президентском кресле, прямо как и сейчас у нас, плотно сидел диктатор, при котором успело вырасти новое поколение чилийцев. Им продавали мнимую стабильность. Вопрос, кто, если не Пиночет, так звали их диктатора, был вполне себе аргументом для обычных людей, которые боялись, что к власти придут коммунисты-радикалы. И вот при таких вводных оппозиция победила на референдуме 1988 года. Нам многому можно поучиться у той истории, и у меня даже есть план, как провести сейчас подобную кампанию в России. Давайте сегодня разберемся, как чилийцам удалось, и подумаем, может ли получиться у нас. Только прежде чем начнем, напомню, завтра у нас живое выступление в Амстердаме, и это первый раз, когда билет можно купить и на онлайн-трансляцию тоже, в том числе и за рубли. Причем цену вы определяете сами. Ссылка в описании, покупайте билеты, а мы начинаем. Начнем с того, как, собственно, диктатору удалось прийти к власти. Вроде бы ситуация максимально не похожа на нашу. 11 сентября 1973 года генерал Аугусто Пиночет со своими соратниками, генералами и верной им армией сверг избранного президента Сальвадора Альенде. Но тут стоит понимать вот что. Альенде проводил политику, которая многим казалась просоветской. Он национализировал промышленные предприятия и банки. В Чили чудовищными темпами росла инфляция, которая весной 1973 года достигла 25%. Тогда продукты стали выдавать по карточкам, и чилийцы, понятное дело, были этим всем недовольны. В итоге, когда Пиночет в сговоре с другими военными организовал переворот под предлогом защиты от красной угрозы, его никто особенно не останавливал. Альенде покончил с собой во время штурма президентского дворца, а Пиночет объявил о переходе к рыночной экономике. Реформы порадовали бизнесменов, но экономические показатели страны улучшились далеко не сразу. Сначала Чили пережила годы сильнейшей инфляции. Одновременно с реформами Пиночет развернул масштабные репрессии против политиков, которые до того находились у власти, и против поддерживающих их жителей страны. Тут стоит учесть, что президент Альенде был главой широкой коалиции, в которую входили и социалисты, и коммунисты, и левые христианские демократы, и радикалы. Получилось так, что в итоге под запрет попали вообще все партии. Многих лидеров убили, другие оказались в изгнании. Часть из них отправили на отдаленный остров, фактически превратив в рабов. Пиночет делал все, чтобы удержаться у власти, а это не так-то просто в стране с вековой историей демократии. Диктатор пришел практически в каждый дом. За годы его правления от рук директората национальной разведки пострадали более 40 тысяч человек. Более 200 тысяч уехали, опасаясь преследований. Практически у каждого был друг, сват, брат, сестра, любимая дочь или преподаватель, которые внезапно оказались в застенках. Более 3000 чилийских граждан оттуда не вернулись, пропали и были убиты. И это при населении-то в 10 миллионов человек. Но даже в таком государстве оставалась оппозиция. И продолжала действовать, используя самые разные методы. Коммунисты призывали к вооруженному сопротивлению. Участники коммунистического радикального крыла действовали уже откровенно террористическими методами. Закладывали бомбы, похищали и даже пытали связанных с режимом людей. В 1986 году они организовали покушение на самого Пиночета, но не преуспели. Демократы призывали к массовому восстанию. Социалисты предпочитали мирные формы сопротивления, протесты и забастовки. Они занимались агитацией среди рабочих и студентов, предпочитая мирные и безопасные методы борьбы. Например, именно в Чили появился особый вид протеста. В заранее определенный день люди нарочито медленно шли по улице или вели автомобиль. Они не отпускали детей в школу, ничего не покупали. То и дело включали и выключали свет по ночам.
стучали по кастрюлям на улице перед домом в 8 вечера. Или из окна просто по кастрюле стучали. И так по всей стране. Несмотря на репрессии, граждане показывали, что они против установившейся власти. И другой, кто не стучал по кастрюле, понимал, что он не один, что кто-то стучит, а он слышит. Кроме того, в Чили действовало сильное женское сопротивление, боровшееся с диктатором через искусство. На улицах можно было встретить женщин, которые танцевали и пели он падет», имея в виду генерала Пиночета. Церковь тоже не признала хунту и оказывала помощь пострадавшим от рук диктатора. Священники обучали чилийцев методам ненасильственного сопротивления и, по сути, выступали в роли правозащитников. Каждый делал, что умел и что считал правильным и эффективным. Оппозиция не видела никакого смысла в объединении, пока не появилось окно возможностей, которое заставило их консолидироваться. Таким окном возможностей стал референдум, который должен был успокоить элиты. Элитами в Чили были военные, такие же генералы, как и сам Пиночет. Дело в том, что когда они совместно с Пиночетом захватывали власть, то договорились править по очереди, периодически сменяя друг друга. Пиночет же передавать полномочия не стал. Такой маневр понравился далеко не всем его соратникам. Часть военных хотела иметь возможность принимать решения, не отдавая всю власть в руки Пиночета. Другие считали, что раз страна избавлена от коммунистической угрозы, пора переходить хотя бы к ограниченной демократизации. Командующий чилийскими ВВС Густаво Ли Гусман, во время переворота руководивший бомбежкой президентского дворца, стал высказываться против растущей власти Пиночета. Он настаивал на оглашении точной даты перехода к гражданскому правительству и заявлял, что переход к нормальности должен состояться через 5 лет после прихода военных к власти. Действовал он публично и дерзко. Генералы разделились условно на два фланга. Одни держались за идею, другие за кормушку. При поддержке последних Пиночету удалось в 1978 году снять Ли Гусмана со всех должностей. 10 генералов тогда подали в отставку в знак протеста. На вакантное место назначили Фернандо Матеи, который сыграет не последнюю роль в судьбе диктатора, но об этом чуть позже. В окружении Пиночета росло недовольство. В том же 1978 году, как раз через 5 лет после прихода хунты, Пиночет объявил о создании новой конституции. Ее приняли на всеобщем референдуме в 1980 году. Тогда оппозиция подозревала власть в фальсификациях, так как списки избирателей уничтожили во время переворота. Среди прочего, в Конституции было прописано, что в 1988 году состоится референдум, где чилийцы смогут сказать «да» или «нет» продлению полномочий Пиночета. Такое компромиссное решение должно было удовлетворить недовольные элиты. К тому же, к концу 70-х годов экономические реформы все-таки дали результат. Диктаторы и его окружение не сомневались, что грядущий референдум будет лишь формальностью. Оппозиция тоже не верила, что от Пиночета удастся избавиться, хотя в фундаменте диктатуры прошла заметная трещина из-за недовольства элит. А в 1982 году по стране прокатился экономический кризис, начались забастовки. Разобщенные чилийские оппозиционеры решили, наконец, что пора объединиться и сесть за стол переговоров, причем не только с левыми, но и с провластными деятелями. Мы были убеждены, что если мы отправим в тюрьму или в изгнание людей Пиночета, это будет конец страны. Нужно было, чтобы каждому нашлось место, скажет позднее директор компании «Нет» Хенаро Ариагада. В 1985 году умеренные оппозиционные группы и правоцентристы из сторонников Пиночета при посредничестве архиепископа подписали национальное соглашение о переходе к полной демократии. Соглашение, среди прочего, подразумевало снятие запрета на политические партии и назначение парламентских выборов. Пиночет на сделку не пошел. Оппозиция тогда все еще была фрагментирована и слаба. У нее не было мощных рычагов давления ни на диктатора, ни на элит. Несмотря на это, позже, в 1987 году, легализацию партии таки удалось продавить. Она была выгодна в том числе и для разношерстной элиты, которая затем разобьется на десяток партий. До референдума оставался лишь год. Оппозиционные партии, подписавшись соблюдать Конституцию и действуя уже в легальном поле, взяли курс на референдум. Он должен был состояться 5 октября 1988 года. За 8 месяцев до назначенной даты, 2 февраля 1988-го, 16 левоцентристских партий создали объединение партий за демократию, также известное как «Коалиция партий в поддержку нет». Туда вошли и христианские демократы, и социалисты, и другие оппозиционеры, у которых были совсем разные, даже диаметрально противоположные взгляды. Они совершенно по-разному представляли Чили после Пиночета.
и все же пошли на уступки и забыли о разногласиях для главной цели – сместить Пиночета. Мало того, что оппозиция объединилась, они даже выбрали единого кандидата для будущих президентских выборов. Им стал лидер христианских демократов Патрисио Элвин. Даже коммунистическая партия Чили, предпочитавшая силовые методы борьбы и убежденная, что результат все равно сфальсифицируют, в последний момент все равно призвала своих сторонников идти на участки и голосовать «нет». А вот созданная властью и закосившая под левых чилийская социалистическая партия призвала, как вы думаете, что делать? Бойкотировать плебисцит. Мало кто верил, что диктатура, находившаяся у власти 15 лет, может проиграть на референдуме, где нет никаких кандидатов, кроме Пиночета, где ты вынужден выбирать между пусть плохенькой, но знакомой реальностью и полной неизвестностью. Вопрос был один. Продляем еще на 8 лет? Да или нет? И вот какой могли дать ответ граждане? Важно понимать еще вот что. В Чили 40% граждан каждый день были вынуждены бороться просто за кусок хлеба на столе. В таких условиях референдум просто мог пройти мимо, незамеченным. Не выбирали же власть 15 лет, ну и что изменится теперь? Согласно статистическим данным, подавляющее большинство опрошенных незадолго до референдума в 4 чилийских городах на вопрос, можно ли свободно выражать свое мнение, отвечали, что лучше быть осторожными. Практически все опрошенные сомневались в достоверности результатов будущего референдума. 47% отказались отвечать на вопрос, какого политика вы хотели бы видеть президентом страны. Провластные партии активно призывали своих сторонников регистрироваться на референдум. Процесс шел медленно. Казалось, что явка высокой не будет. И это, конечно, власть устраивала. Регистрация началась в марте 1987 года. За 1,5 года до референдума, и за первые полгода зарегистрировалось только 2 миллиона человек из потенциальных 8. Ситуация изменилась еще через полгода, весной 1988-го, когда объединенная оппозиция начала активную агитацию против Пиночета, кампанию «Нет». Так как на носу был референдум, впервые за многие годы можно было вполне легально говорить о возможном уходе диктатора, не опасаясь при этом оказаться за решеткой. О предстоящих выборах говорили на улицах, их обсуждали с коллегами, на обеде и с супругами за ужином. За 2 месяца до дня X на референдум зарегистрировалось почти 6,5 миллионов человек. В итоге желание проголосовать выразили 92% взрослых чилийцев. Такая активность напугала всех. Оппозиция заподозрила власти в двойной регистрации. Власти же вдруг осознали, что результат может оказаться совсем не таким, как им хочется. Тем не менее, за 30 дней до референдума обеим компаниям было разрешено провести агитацию на телевидении. Каждой стороне выделили по 15 минут экранного времени в день. Каждый день. Разумеется, условия были неравными. Во-первых, ролики компании «Да» о том, в какой великой стране с великим Пиночетом живут чилийцы, транслировались в прайм-тайм. А оппозиции выделяли время только рано утром или поздно вечером, когда многие спали. Во-вторых, весь остальной эфир телевидения полностью контролировался режимом. Про эту кампанию есть отличный фильм 2012 года, который даже номинировали на «Оскар». Он так и называется «Нет». Это обаятельное кино, основанное на реальной истории, и оно хорошо показывает, что происходило в течение месяца до дня голосования. Как оппозиционеры наняли рекламщиков, и те, вместо того, чтобы рассказывать о преступлениях режима или о деятельности оппозиционных партий, настояли на том, что нужно рассказывать о прекрасной Чили будущего, в которой нет Пиночета. Это, пожалуй, самый важный эпизод в фильме, когда оппозиционеры буквально захлебываются возмущением и аргументированно объясняют герою Гарсии Берналя, собирательному образу рекламщиков, что на руках режима столько крови и несправедливости, что нужно просто начать об этом говорить. Но парень, который никогда не занимался политическими акциями, а перед тем, как его пригласили в кампанию, снимал рекламу для Кока-Колы, настаивает на своем. Он предлагает для компании «Нет» концепцию, как для Кока-Колы. Противопоставить мраку военной хунты Пиночета настроение радости и всеобщего веселья. Счастливые дети, веселые песни, красивые девушки, улыбки и смех. Разве такой была жизнь в Чили в годы правления Пиночета? Конечно, нет. Но может стать после референдума. Достаточно лишь отказаться от диктатора. Такие смыслы транслируются не впрямую, не буквально произносимыми вслух словами, а в самом духе всей кампании «Нет». Это вроде бы неочевидный путь, но на самом деле он лежит на поверхности. Каждый день так этот вот нехитрый прием делает миллиардные корпорации еще богаче. Так почему же не попробовать это в политике?
И оппозиция согласилась. Терять-то все равно было нечего. В победу никто не верил. Эмблемой кампании выбрали радугу, которая по задумке собирала все цвета оппозиции, от коммунистов до либералов. И была полной противоположностью одинаковым серым мундирам чилийских генералов. Это кино, но свидетельства тех, кто участвовал в этой кампании, говорят нам похожие вещи. Вот, например, по словам Серхио Битара, министра горнодобывающей промышленности до прихода хунты и активного оппозиционера во время правления Пиночета, для кампании «Нет» было важно создать оптимистическую атмосферу. Цитирую. «Главным препятствием был страх. А страх невозможно победить страхом. И это не просто слова. Нанятые американские консультанты организовали фокус-группы и доказали, что радостные политические ролики вызывали более живой отклик, чем напоминание о жертвах диктатора и страданиях народа. Ссылку на фильм, кстати, я в описании оставлю. Посмотрите, если интересно. Очень хороший фильм. Общественные опросы накануне голосования показывали поддержку кампании «Нет», хотя отрыв был небольшим. Сравнивая показатели опросов в июне и сентябре, исследователи отмечали резкий скачок поддержки кампании «Нет» среди бедных граждан. Многие граждане мотивировали свой выбор сложной экономической ситуацией и нарушениями прав человека. 21% респондентов надеялись вернуть демократию. Те, кто заявлял, что поддерживает Пиночета, отмечали необходимость порядка и спокойствия, а также говорили, что им нравится экономическая политика главы государства. Кто-то прямо называл себя человеком Пиночета или утверждал, что тому нет альтернативы. Кто, если не Пиночет? В назначенный день 97% зарегистрировавшихся чилийцев пришли на избирательные участки. После подсчета 60% голосов стало понятно, кампания «Нет» набрала уже 53%. Пиночет проигрывал. Оппозиционная коалиция вела параллельный подсчет, собирая результаты с первых 5 столов на каждом участке и получив таким образом достаточную выборку для оценки результата. Они были уверены в своей победе. В поражении Пиночета были также уверены и международные наблюдатели. 55 экспертов из 22 стран Америки, Европы, Азии и Африки. Но как отреагирует диктатор? Признает ли результат? По чилийскому телевидению поставили местный вариант «Лебединого озера». Поздно вечером начали крутить детские мультики. Пиночет медлил. После полуночи потерявший легитимность лидер нации созвал совещание. По пути на это совещание один из его приближенных, тот самый, помните, генерал авиации Фернандо Матеи, не дожидаясь команды начальника, заявил репортерам, что компания «Нет» победила, а Пиночет проиграл. На совещании этот же генерал был первым, кто отказался давать Пиночету чрезвычайные полномочия. Пиночет, оказывается, заранее придумал план «Б» и в случае неудачи собирался ввести войска в столицу. У него и документ был заготовлен на такой случай. Генералам надо было всего лишь поставить подписи. Но, к изумлению 73-летнего диктатора, другие соратники по хунте последовали примеру Матеи. Пиночету оставалось только признать поражение. Неожиданно оказалось, что человек с табличкой «Президент» на двери – это не священная корова, что ему можно сказать «нет». Особенно если ты знаешь, что то же самое говорит больше половины страны. Ночью в 2 часа 30 минут министр внутренних дел официально объявил о победе кампании «Нет». Отрыв был внушительным. Около 55% проголосовало против Пиночета. За – 43%. Эта история показывает, что объединение людей разных взглядов возможно, когда на кону будущее их страны. Участвовать в процедуре аккламации и обернуть ее против, казалось бы, всемогущего кукловода реально. И Чили – яркий тому пример. После референдума Пиночет остался у власти до прихода избранного президента в 1990 году, а потом занимал должность командующего армией аж до 1998-го. Позже Пиночета и некоторых его подчиненных все же ожидали суды. Однако сам экс-диктатор наказания так и не понес. Смерть настигла его раньше судейского молотка. Даже сейчас часть чилийского общества вспоминает о нем как о спасителе экономики, пусть и со своими перегибами. Риторика таких людей очень похожа на речи российских сталинистов. Даже сейчас, полвека спустя, в Чили продолжается поиск людей, исчезнувших за время правления Пиночета. В настоящее время удалось обнаружить и опознать чуть больше 300 жертв насильственного исчезновения из почти 1500, но чилийцы не сдаются. Национальный план поиска предполагает не только розыск и идентификацию останков, но и выяснение всех обстоятельств смерти. Потому что о преступлениях прошлого важно помнить. Только так можно не допустить подобного в будущем. В том же, что касается политики, не бывает стопроцентных гарантий и предсказуемых результатов. Ничего не делать и наблюдать со стороны – отличная стратегия только в случае, когда кобра бросается на гадюк.
Во всех остальных ситуациях безопасное действие лучше бездействия. Если система покосилась, и ее кирпичики крошатся, нужно просунуть кочергу в открывшуюся щель и потыкать ею в диктатора. Подпортить его костюм, расшатать ножку его стула, чтобы персоналистская диктатура рухнула. Пусть, может, и не сразу. Ведь, как сказал Хинаро Ариагада, даже в диктатуре самая страшная ошибка – это не участвовать. Можем ли мы что-то подобное устроить в России? У нас есть похожие на Чили вещи, а есть сильные различия. Похоже то, что нам предстоит похожая процедура аккламации диктатора. Пусть и будет она в виде выборов. Главное различие состоит в том, что нам никто не даст 15 минут на телевидении, даже рано утром. Но с другой стороны, если чилийцы просыпались в 5 утра, чтобы посмотреть выпуск компании «Нет», то россияне, возможно, зайдут на YouTube-каналы. Я участвую в коалиции российских политиков, которые поддерживают чуть ли не вообще все медийные спикеры, кроме ФБК. И мы размышляем, как провести такую кампанию. У меня есть довольно подробный план. Нам нужно выпускать передачу со спокойным обсуждением ситуации, представлением людям аргументов, почему Путин не должен быть президентом после марта 2024 года. Без высокомерия, без криков, без пропаганды. Спокойный разговор перестроечного такого формата. Мы предлагаем вам аргументы, а вы сами примите решение. И там же мы должны показать, какой может быть жизнь в России без Путина, без войны, без его этих стравливающих людей идей. Так же, как в Чили, мы должны показать настоящую Россию, такую, какой она должна быть, если в ней не устраивать черти чего, какой она будет, если не продлевать полномочия Путина после марта 2024 года. Есть понятный план, как делать такую передачу. Она должна выйти 3 раза в декабре, 6 раз в январе, 10 раз в феврале и каждый день перед выборами в марте. В передаче мы должны как показывать Россию будущего, так, конечно, и реагировать на текущие события и на путинскую кампанию, на его выступления, оппонировать ему. Передача должна будет выходить на всех основных независимых YouTube-каналах в одно и то же время. Для того, чтобы этот пазл сложился, не хватает сейчас только одного – ведущего. В компании «Нет» в Чили ведущим был Патрисио Биньядос, известный всей стране телеведущий. Он был примерно как в СССР, Игорь Кириллов. Он много лет вел главные передачи, но в 1983 году отказался зачитывать пропагандистский текст против одного из попавших в опалу политиков. Прямо в прямом эфире вместо текста он сказал: «Этого я читать не буду, потому что это неправда». Его, конечно, сразу уволили с телевидения, но вот он пришел в компанию «Нет» и вел там передачи. Конечно, это было очень весомо. Durante todos estos años han estado marginadas de la televisión una serie de obras y personalidades de la cultura, del pensamiento, del arte. Vamos a aprovechar precisamente este espacio que tenemos de 15 minutos para mostrar algunas de esas realizaciones. Чтобы у нас могло получиться что-то такое, нам нужен ведущий, который узнаваем всей страной, который попал в опалу из-за происходящих событий и который готов будет честно говорить с россиянами о политике. Это не обязательно должен быть журналист, это может быть музыкант или актер, но очень важно, чтобы это был человек, которого знают миллионы россиян и желательно более старшего возраста. Без такого человека компания не выйдет. Мои попытки найти такого ведущего в личных разговорах успехом не увенчались, поэтому я решил обратиться публично. Если вы такой человек, то послушайте эту историю про Чили. И давайте попробуем реализовать ее в России. Я не знаю, что получится, но я точно знаю, что нужно делать, чтобы попробовать, чтобы получить этот шанс. Если вы такой человек, и если вы готовы, свяжитесь со мной. До завтра. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que
florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por el Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.